Всем привет! Эта осень была насыщена на сериалы, и, конечно, в неравный бой вступил Дом дракона с кольцами власти. Я люблю оба этих мира и в свое время засматривала до дыр «Властелин колец». Но при всем моем уважении кольца власти для меня провалились. У меня к этому сериалу нет абсолютно положительных чувств. Вызывает только чувство разочарованности. Сейчас я бы хотела попытаться понять, почему же так вышло, почему Дом дракона с достаточно заезженной темой, борьбой за трон среди родственников, оказался куда увлекательнее, чем эпичное возрождение зла. Как известно, персонажи — это 60% успеха практически любого произведения, будь то книга, игра или фильм. Поэтому первый пункт вообще при создании продукта — это проработка персонажей. Проработка персонажей самая очевидная, банальная и базовая, на мой взгляд. Даже имея интересный и захватывающий сценарий, сюжет или еще что-то, нужны персонажи, которые бы двигали историю. Нужен характер для персонажа, мотивация персонажа и конфликт, который он будет решать. Внутренний или внешний, но лучше, конечно же, оба. Если этого нет, то каков бы ни был сам по себе интересный сюжет, история не будет работать. Да, она может быть увлекательной по своему наполнению, но работать как надо она не станет. И оба эти сериала, «Дом дракона» и «Кольца власти», оказались в равных условиях. Ну, почти. У обоих этих продуктов были наброски в виде летописи, то есть не было полного художественного текста с диалогами. То есть перед сценаристами было: есть персонажи, и они сделали то-то и то-то, пошли туда-то, туда-то. Однако одни превратили это в цельную, интересную и захватывающую историю, вторые же в парад пафоса и иногда полной бессмыслицы. Так, и давайте для наглядности сравним проработку персонажей двух этих проектов — Галадриэль и Рейнира. При других условиях Галадриэль имела бы преимущество, так как мы уже знаем это имя. Массовый зритель знаком с ней. Это имя на слуху уже в более 20 лет. Однако и это не помогло. Что у нас есть? Два главных персонажа, сильные женские персонажи, которые сталкиваются с отвержением и ущемлением, и даже непониманием. Но, во-первых, как же по-разному проекты преподносят одну и ту же тему, ведь одна героиня отталкивает и не вызывает сопереживания, вторую же многие поддерживают, несмотря на ее недостатки. И представьте себе, даже мужчины поддерживают. Во-вторых, персонаж, как и обычный человек, должен проявлять свой характер в общении с другими, в поступках, в реакциях. Зрителю нужно видеть его глубину, понимать его мотивы и характеры. Галадриэль от Амазона. Что мы знаем о ней? Мы знаем, что в детстве она была близка с братом, любила его, познала страшную войну и стала ожесточенной, одержимой местью. Она надменная, своевольная и считается только со своими желаниями и хотелками. На других ей просто все равно. На Мириэль, на Халбранда, на своего короля, на Элдронда. Да этот список можно продолжать бесконечно. Она не взаимодействует с другими персонажами как живое существо. Даже их дружба с Элдрондом не выглядит натурально. Мы знаем, что она потеряла брата и, возможно, мужа, и что она стала одержимой местью. И все. Это все раскрытие персонажа. Но три факта не определяют человека. Личность — это нечто более обширное, чем просто набор определенных фактов. Персонаж не должен быть настолько однобоким, ведь существуют разные аспекты эмоций, однако Галадриэль мы видим только в образе мстительницы. Галадриэль от Амазона — это не персонаж, а образ. Ее никак нельзя назвать живым существом. На сравнение давайте представим Рейниру. Она живая, она со своими мечтами, переживаниями показывает себя как с хорошей стороны, так и с плохой. Рейнира сложная, и ее можно представить реальным человеком. А вот Галадриэль нет. И отсюда вытекает второй аспект — эмоциональное вовлечение.
Если мы не верим чувствам героев, если они показаны нереалистично или очень картонно, то у нас, зрителей, не появится эмоционального вовлечения. Героям мы не верим в их переживания и стремления. Нам просто все равно на происходящее. Отсюда вытекает третье. Это переживание за персонажей. Если у зрителя нет вовлечения, то и отсутствует интерес. Когда перед нами показана Галадриэль, которая решает переплыть море кролем, и что самое удивительное, она почти это сделала, даже не запыхавшись, то о чем вообще идет речь? Герои словно марионетки, говорят слова, машут ручками. Это болванки, которые не боятся смерти, не боятся опасности, не боятся остаться одни или оказаться без поддержки. И четвертый момент, это очень важный элемент, это проработка мира и атмосферы. В «Кольцах власти» там полное отсутствие ощущения мира. Ни его законов, ни его населения мы не видим и не понимаем. Просто ничего. В южных землях 1,5 землекопа. В лесах, видимо, только хоббиты и живут, и больше никого. Даже животных, как таковых, припомнить и не могу. Элронд с Келебримбором доходят до моря за одну монтажную склейку пешком. Хотя бы коней, что ли, взяли. Просто позор. Мир стерильный и какой-то мертвый. Я согласна, что в «Доме дракона» иногда реально хромала графика, и было мало локаций, и ту же несчастную карету затаскивали из серии в серии на протяжении 10 часов. Но они сделали максимум по своим финансовым возможностям, и даже тут мир ощущается настоящим, в мире драконов и магии. В «Доме дракона» мы видим массовку, слуг, придворных, прохожие, горожане, какие-то разбросанные мелочи в комнатах. Все это оживляет картинку, делает из актеров и декораций настоящую магию кино. «Кольца власти» при всем своем бюджете не впечатлили лично меня ни графикой, ни декорациями, ни костюмами, просто ничем. Ведь все так хвалили графику, но для меня это все равно выглядит искусственно. Пятый элемент – это динамика сюжета и серий. В «Доме дракона» каждая серия, независимо от уровня интереса, двигала сюжет вперед, давала новые конфликты и накаляла ситуацию. В «Кольцах» некоторые серии можно было просто выкинуть. Порой мне реально казалось, что серии одинаковые. Обсасывается все одно и то же. Одни и те же разговоры, одни и те же проблемы. Никакого развития. А если оно и было, то настолько крошечным, что едва замечалось. За 8 часов персонажи едва ли изменились. С ними почти ничего не произошло. Никаких явных изменений. Вот, например, кто испугался за южную женщину Бродвин, когда она лежала на столе почти мертвая? Я уже хотела перемотать, когда она пафосно вздохнула в воздух, словно до этого она тонула и ей воду выкачивали из легких. Сериал страдает от заезженности приемов, клишированности в плохом смысле этого слова. Шестой аспект – это глупость сюжета. Но тут у меня вообще не было слов, иногда меня поражала откровенная тупизна происходящего. Это горящие повозки против орков, которые должны были их якобы заблокировать, но это препятствие преодолевалось одним пинком ноги. Это падение каменных башен, вы только вдумайтесь, просто каменных башен из-за порванной веревки. По-моему, здание так не строится. Это бессмысленное и странное поведение Саурона, но особенно меня, наверное, задело поведение хоббитов. Да, если так вот взглянуть, они вообще какие-то изверги. Как с таким подходом к жизни они выживали там? Как они бросают своих товарищей? Всякое в жизни бывает. Кто-то ногу сломал, кто-то там руку сломал. И ведь это же община, а община, всегда помогает друг другу, как-то стараются. А тут, раз ты сломал, значит, слабое звено, все, пока. Насчет Саурона. Кто вообще понял коварный план Саурона? Или создатели хотели сказать, что зло возродилось вообще случайно? Что Саурон хотел купить себе дом, завести семью, посадить дерево, завести собаку,
Но Саурну просто не повезло, и его нашла Галадриэль. Она заставила этого несчастного Саурона пойти и стать этим злосчастным повелителем южных земель. Вот как я это вижу. Саурон жил себе не тужил, решил завязать со своим криминальным прошлым, но не повезло. Галадриэль вынырнула из моря прямо на плот к вселенскому злу и за шиворот бедолагу потащила править над этими глупыми людьми. Галадриэль как провокатор для алкоголика, который решил бросить пить. Но Галадриэль все равно уговаривала Саурона: ну иди, ну правь же южным землям, ну стань же для них повелителем. И вот кто из них еще зло, надо бы хорошенько подумать. За весь сериал Галадриэль совершила больше злых действий, чем само вселенское зло. Видимо, у создателей отсутствует полное понимание героев как замысла автора. Отсутствует полное понимание мира Толкиена, философии этого мира и взглядов автора. На это больно и скучно смотреть. Кажется, я достаточно подробно разобрала по пунктам, почему Дом дракона оказался более выигрышным на фоне колец власти. Кольца власти проиграли по всем аспектам: и по проработке мира, и по сценарию, и по сюжету, и по персонажам. Все, спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и увидимся в следующих видео. Пока-пока!